Приветствую, друзья! Когда я впервые увидел наушники NA3 Essentials, то, откровенно говоря, был несколько обескуражен. В том, что компания NF Audio умеет делать хороший звук, я знаю не понаслышке, но вся эта пиксельная графика с монстрами, да еще и возможность выбрать ярко-красные фейсплейты немного сбивают с толку. Впрочем, как я уже сказал, данный производитель знает толк в динамических излучателях, а следовательно, у меня в руках еще одна очень достойно звучащая и при этом недорогая модель. Собственно, о ней сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в небольшой коробке, стилизованной под компакт-диск. Из важного здесь только технические характеристики, где мы узнаем о установленном внутри 10-мм динамическом драйвере, его чувствительности равной 105 дБ и импедансе в 32 Ома. В комплект нам положили почему-то приклеенную к днищу коробки инструкцию, она же гарантийный талон белый, вот такой чехольчик для переноски и круглую базу для двух типов амбушюр, обозначенных производителем как сбалансированные и атмосферные. Кабель выглядит ровно на свои деньги, он толстый, с прямым металлическим штекером на 3,5 мм, плотными заушинами и соединением на вилочных QDC-коннекторах 0,78 мм. Его сопротивление аппаратура показала равным 0,511 Ом, причем четко на каждой жиле. Не сказать, конечно, что это мало, но и немного. Сами чашечки выполнены из какого-то непонятного материала, но тактильно они просто превосходны. Компенсационных отверстий здесь два. Одно расположилось сверху, а второе на внутренней части модели, рядом со средним по величине звуководом. С торца уместили наименование модели, а вся внешняя часть, в моем случае черного цвета, с какой-то рыбой-монстром. Мне на самом деле глубоко все равно на эти художества, но подрастающему поколению, думаю, такой ход должен понравиться. Вот так вот это, друзья, все и выглядит. По измерениям тут чуть более продолжительный относительно нормы импульс, допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,5%, что очень недурно. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует примерно 74 и 96 миллисекундам с незначительными возмущениями в нижней половине спектра. Амбушюры, как видим, действительно влияют на АЧХ, сильнее всего это выражено в районе 6 кГц и после 9 кГц, что, естественно, просто обязано сказаться на их звучании. В случае атмосферных насадок мы имеем подъем низких частот на 9,5 дБ с плавным заходом на середину, еще более выразительное выделение области разборчивости с удержанием уровня от 2,5 до 4,5 кГц и классический уже пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Причем здесь это скорее акцент, так как он заметно ниже по амплитуде. Ну а верха нам честно довели до классических 20 кГц. Заявленные 40 кГц. Это, если кто не знает, говорит о том, что всю грязь и искажения убрали далеко за пределы слышимого диапазона частот. Значение в 0,5% это полностью подтверждает. Звучат же наушники с легкой сухостью, небольшой отстраненностью и приличным уровнем собственной массы, отчего мы хотя и можем рассчитывать на достаточно неплохую разборчивость или даже техничность, но кристальной прозрачности, утонченных затуханий или прорисовки микронюансов здесь, конечно же, не будет. Зато даже с самым скромным источником мы получим приятные слуху объемные тембры и достойную выразительность. По поводу мелодичности тут можно поспорить. С одной стороны, она естественно присутствует, но из-за нейтральности подачи в полную меру не раскрывается, отчего разнообразная лирическая или джазовая музыка может показаться пресной и немного скучной. Полностью раскрыть что-то оркестровое модели тоже не совсем под силу. Если же остановиться на насадках, то атмосферные немного приближают нам сцену и дают, на мой взгляд, более собранное и естественное звучание, в то время как черные располагают от нас сцену на привычном среднем расстоянии и придают звучанию немного
немного рваный такой характер, который, хотя и добавляет пространства, но немного дистанцирует друг от друга различные элементы аудиополотна. Кроме того, сама подача с белыми насадками мне показалась более сочной и насыщенной, а вот с черными звук суше и грубее. Прорисовка сцены в глубину здесь очень неплохая, с позиционированием тембра все тоже в полном порядке, однако эшелоном третьего и далее планов уже серьезно недостает воздуха, чтобы хорошо различать и отслеживать их текстуры. В целом NA3, конечно, подходят для любых стилей, однако лучше всего годятся для чего-то менее требовательного к прорисовке нюансов. Я бы, например, как наиболее удачные жанры выделил блюз, интеллектуальную электронику, разнообразный рок и некоторые виды металла, в том числе и довольно быстрого. Разделение тембров, как я уже упомянул, тут просто превосходное. Понравится вам и что-то этническое или академическое, наподобие музыки, написанной для одного или небольшой группы инструментов. Но здесь также надо иметь в виду, что затухания будут довольно короткими, а сами тембры плотными. То есть высокочастотный регистр фортепиано не получится передать в полном объеме. Звук будет не звонкий и продолжительный, а скорее наоборот быстрый и чуть приглушенный, словно звучит старая школьная пианино. В том числе из-за позиционирования сцены вокал тут кажется не таким сочным и не так ярко выраженным, как в других наушниках. Соло на басу я бы назвал глубоким и достаточно подробным. Звук низких частот хорошо очерчен, упругий и в целом предлагающий нам очень достойный уровень динамики. Вокалу хватает энергии от низких частот, он объемный, в меру выразительный, но тех самых утонченных шлейфов из затуханий здесь не наблюдается. В этом есть, конечно, свой шарм, звук нигде не размазывается, не имеет лишних наслоений и смешений тембров, однако получается каким-то слегка грубоватым и резким, что позволяет в полную силу ворваться в какую-нибудь драйвовую музыку. Рок тут прямо заслушаешься, и это не говоря о всяких других грязных по звучанию стилях. Сравнить же их можно, например, с Moondrop Aria. Очень схожий у них характер, только тембры в NA3 мне показались пожирнее и, как следствие, у них чуть ниже детализация. Примерно как это было в случае с Zekril Airship. Но последний куда мягче и мелодичнее героев обзора, что в принципе понятно из настройки. В целом же, на мой взгляд, это просто потрясающие в свою цену наушники. Да, полностью раскрыть эмоции, предложить утонченные затухания или прорисовать тембры до кристальной прозрачности они не смогут, но зато сам звук достаточно объемный, глубокий и разборчивый даже на каких-то сложных партиях. Я бы, честно говоря, ревизиям Aria предпочел бы именно NA3. Есть в них что-то такое, что очень к себе располагает, а это дорогого стоит. Из источников лучше выбирать поточнее и детальнее. К примеру, iBass ADC-06 спелся с наушниками великолепно, как и стационарная связка из SMSL DO100 и HO200. Итогом динамические внутриканальные наушники NF Audio NA3 Essential лично меня порадовали очень интересным подходом к дизайну, удобной посадкой и тактильно приятными материалами корпуса. Звучат же они чуть отстраненно, подсушенно и достаточно плотно, отчего тембры строятся большими и естественными. Из стилистики я бы их рекомендовал как ценителям различных агрессивных жанров, так и тем, кто любит немного нейтральный, сдержанный звук, например, в джазе или электронике. Хотя, как по мне, выжать всю возможную энергетику и мелодичность из джаза они едва ли способны, но это уже вопрос вкуса. В любом случае, наушники вряд ли оставят вас равнодушными. Вот цепляют они своим звуком, ну и все тут. Да, не все идеально, но как за свою цену они однозначно достойны внимания. Особенно для разнообразной рок-музыки, причем как хорошо, так и посредственно записанной. Достойные наушники, а с белыми насадками так вообще кайф. От NF Audio другого и не ждал. А на этом у меня все. Это были динамические наушники NF Audio NA3 Essentials. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем пока.